Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму огурцы холодным способом, без кипятка и уксуса. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Свежие огурцы замачиваем в холодной воде на 4 часа. Затем воду сливаем. Дальше берем чисто вымытые банки любого размера. У меня 1,5-литровые. На дно каждой банки кладем листик хрена, веточку укропа с зонтика, несколько зубчиков порезанного пластинками чеснока, кусочек острого перца и выкладываем ряд огурцов. Затем добавляем еще перец, чеснок, укроп. Снова кладем огурцы. И сверху прикрываем веточкой укропа. Таким образом заполняем все банки. Теперь готовим рассол. Высыпаем в миску 100 граммов каменной соли. Наливаем 1 литр холодной питьевой воды и хорошо размешиваем до растворения всех кристаллов. Получившимся рассолом заливаем разложенные по банкам огурцы, прикрываем банки крышками и ставим их в какую-то емкость, так как в процессе брожения из банок будет вытекать жидкость. Оставляем огурцы при комнатной температуре на 7-10 дней, до полного прекращения брожения. В итоге огурцы должны поменять цвет, на них появится белый осадок, а на поверхности рассола исчезнут пузыри. Следите за тем, чтобы все огурцы все время были покрыты жидкостью. По мере необходимости подливайте рассол. У меня огурцы простояли в рассоле 10 дней, поскольку в квартире не очень тепло. Дальше сливаем весь рассол из огурцов просто в раковину, а сами огурчики хорошо промываем холодной водой. Моем их до тех пор, пока из банки не исчезнет весь белый налет. Крышку тоже ополаскиваем водой со всех сторон. Такую процедуру повторяем со всеми банками. Затем заливаем огурцы обычной чистой питьевой холодной водой так, чтобы при накрытии банок крышками жидкость немного пролилась. Теперь банки закатываем, переворачиваем, чтобы проверить на предмет подтекания, и если все хорошо, сразу возвращаем в исходное положение. Вот и все. Хрустящие огурчики на зиму без уксуса и кипятка готовы. Хранить их можно даже при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.